Сегодня шестой день путешествия, и у нас не запланировано никаких туров. А это значит, что нам не нужно никуда торопиться, и мы можем действовать в спокойном темпе. На протяжении предыдущих 5 дней мы увидели достаточно много церквей, однако не посетили еще ни одной. Время исправляться. В основе религии предков исландцев, норвежских викингов, которые первыми заселили негостеприимный остров, лежало язычество. Когда во второй половине 9 века в Исландии начали селиться норвежцы, они застали на острове лишь горстку христианских монахов-отшельников, приплывших сюда из Ирландии. Когда скандинавы стали прибывать в больших количествах, отшельники ушли сами или были изгнаны. В 1000 году Исландия под давлением норвежского короля признала в своей религии христианство. Основная конфессия Исландии – Евангелистская лютеранская церковь, которая стала официальной в 1540 году. В 2009 году ее исповедовали 92,2% от всего населения страны. Лютеранская церковь Исландии является государственной. В октябре 2015 года Американский институт Гэллопа опубликовал результаты опроса, согласно которому уже 55% жителей Исландии хотят отделения церкви от государства. Против этого выступает 24% населения. Согласно исландскому законодательству, верующие жители страны должны быть зарегистрированы в государственном реестре как члены религиозной общины. С них затем взимается церковный налог около $700 в год, и эти деньги распределяются между всеми религиозными общинами. В 2016 году был проведен опрос, в результате которого оказалось, что приверженцев какой-либо религии осталось меньше половины. Одно из главных богатств Исландии во все века была рыба, особенно треска и сельдь. В 19 и 20 веке было построено много заводов по переработке и экспорту рыбы, особенно в северной части острова. Этот музей, что мы сейчас посетили в городе Сиглюфьордюр, раньше был центром производства и экспорта сельди в Исландии и рассказывает историю становления индустрии, годы процветания, а также историю коллапса всей индустрии добычи сельди в начале 80-х годов 20 века. Ловля рыбы была настолько крупной, что когда в 1970 году сельдь просто пропала и объем добычи сократился с 2000 тонн до 30, экономически для Исландии это было сродни Великой депрессии в США в начале 20 века, так как доля экспорта рыбных продуктов в тот момент составлял 44% от ВВП. А вы знали, что Исландия воевала с Великобританией 3 раза в 20 веке, являясь членом НАТО, и все 3 раза побеждала? И все опять же из-за рыбы. Я рекомендую всем почитать про тресковые войны. Я оставлю ссылку в описании. Ну а последней точкой нашего путешествия на сегодня будет место древней крепости под названием Борговирки. Это место часто упоминается в исторических сагах и открывает прекрасный вид на нижележащую долину.
Ну что, пора возвращаться на ночлег, потому что завтра у нас поездка на вулкан и лавовые поля.